Как получать интересные кадры в уличной фотографии? Каких ошибок стоит избегать? Какие применять приемы? И какие настройки камеры лучше всего выставлять, чтобы избежать явного брака? Об этом мы сегодня с вами поговорим. Итак, 10 правил стрит-фотографии. Поехали! Снимайте людей, животных или все то, что может напоминать о человеке или вообще о жизни. Все перечисленное должно быть главными объектами в кадре. Старайтесь поймать эмоции, это оживит ваши снимки, добавит в них динамики, настроения и сделает их более художественными и интересными. Да, и при этом не забывайте, что не обязательно снимать только лица. В жанре стрит-фотографии часто принято делать фото со спины или снимать силуэты. Силуэты получается, когда снимаешь в контровом свете. Это когда источник света находится на одной линии с объективом, а между ними объект съемки. Станьте невидимым. Снимайте с бедра, снимайте скрытно, снимайте издалека, снимайте из укрытия. В общем, снимайте как папарацци. Снимайте в одиночку. Даже прогулка вдвоем вместе с другом разрушит вашу конспирацию и будет смущать прохожих. Используйте нижние ракурсы. Это смотрится нестандартно и однозначно выигрышно, так как на таком снимке мы начинаем видеть все в ином ключе, который отличается от обыденного взгляда человека. Добавляйте к съемке динамичные кадры, используя длинные выдержки. Оптимальным будет 1/5 секунды. Если ваша камера не имеет шустрого следящего автофокуса, снимайте в ручном режиме. Основной объект в кадре должен быть резкий, не забывайте. Диафрагму рекомендую при этом выставить в диапазоне от 8 до 11, а выдержку двукратно фокусному расстоянию. Это когда, например, вы используете фокусное расстояние 24 мм, выдержку лучше ставить не короче 1/50 секунды. Это, конечно же, не закон, это примерные параметры, чтобы не было смазов или микросмазов. Также ISO необходимо выставить в автоматическом режиме. И ничего страшного, если он будет зашкаливать и может быть слишком большим и выдавать шум. Lightroom и Camera Raw уже давно научились справляться с таким шумом очень качественно и быстро. Да и для стрит-фотографии идеальное качество все-таки не самый важный критерий. Делайте кадры с проводкой, сопровождая камеру вместе с движущимся объектом, снимая при этом серией, чтобы потом выбрать самый удачный кадр. Сделайте погоду своим единомышленникам. В ясную погоду при построении композиции используйте тени. В дождь снимайте с отражениями в лужах. И еще парочка советов. Обрабатывайте пресетами или делайте снимки в черно-белом профиле. Сэкономьте тем самым время, которое вы тратите на обработку, и больше работайте с камерой в городе. Опыт с каждой фотопрогулкой будет серьезно повышать ваш уровень стрит-фотографа. И, конечно, используйте насмотренность. Изучайте и рассматривайте снимки лучших мировых стрит-фотографов. Например, таких как Анри Картье-Брессон, Роберт Дуано, Сол Лейтер, Алекс Уэбб, Стивен Шор, Брюс Гилден, Дайдо Морияма и других мастеров уличной фотографии. Не забывайте и про современных популярных мастеров из Инстаграма и других соцсетей. А что бы вы посоветовали для запоминающейся городской фотографии? Пишите об этом в комментариях, это будет многим полезно и интересно. Поделитесь своим опытом и получите плюсик в карму от Фото Будды. А на этом, друзья, все. И напоминаю, что на моем сайте в свободном доступе находится набор travel пресетов Desire. Рекомендую заглянуть на мой сайт, перейти на который можно по ссылке в описании к этому видео. Также ссылки на все соцсети нашего сообщества с указанием, какой функционал несет в себе каждый ресурс, находятся в описании. Уверен, что видео было полезным. Не стесняйтесь ставить лайки и писать комментарии. Это для меня лучшее вознаграждение за мой скромный труд. Подписывайтесь на канал, чтобы получать уведомления о новых видеоуроках. А с вами, как всегда, был Серджо. Желаю вам новых творческих высот
И до скорой встречи в следующем видео. Всем пока-пока.